Более чем уверен, что ты практически все знаешь про технический анализ, но он у тебя 100% не работает. То есть как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, каждый раз ты сталкиваешься с тем, что каждая твоя сделка так или иначе, но по сути противоречит тому техническому анализу, который ты изучаешь по YouTube каналам, по всяким вебинарам и так далее. Сегодня я тебе расскажу, как сделать так, чтобы твой технический анализ стал в конце концов работать. Потому что методы, которые ты исследуешь и которые ты знаешь, они реально рабочие. Во-первых, давай разберемся с самым фундаментальным. Это, конечно же, поддержка или сопротивление. И также, конечно, это трендовая линия, что, по сути дела, одно и то же. Многие, кто изучает технический анализ, знают, что торговать нужно следующим образом. Есть у нас, допустим, трендовая линия. Мы выставляем эту трендовую линию и ждем, когда рынок подойдет к этой трендовой линии, и где-то здесь мы будем принимать решение, чтобы купить. Ну, это в случае с трендовой линией. В случае, если у нас просто есть какой-нибудь уровень, мы выставили этот уровень, и мы ожидаем, что рынок подойдет к этому уровню, и здесь будем уже принимать торговое решение. Ну, в моем случае, например, продавать. Фишка кроется в том, что это, к сожалению, работает в современных условиях с огромной погрешностью. Что имеется в виду? Давай с тобой просто откроем сейчас, ну вот буквально случайный график. Откроем с собой ту же самую ADO. Предположим, здесь у нас я поставил трендовую линию. По истории ее ставить, конечно, милое дело. А давай теперь построим здесь уровень, как бы мы торговали всю эту ситуацию в реальности. Вот у нас есть движение. Рынок здесь сформировал уровень. Давай с тобой здесь построим определенный уровень. Выставляем здесь с тобой уровень. И обрати внимание, что рынок до этого уровня в последующем не доходит. Ты можешь построить этот уровень, допустим, по не фитилям свечей, как я построил, а ты можешь, например, поставить этот уровень по телам свечей. Обрати внимание, что в данном случае здесь рынок перелетает таким фитилем и продолжается дальнейшее движение. Я это говорю к тому, что как бы ты ни старался, как бы ты ни выставлял эти уровни поддержки и сопротивления, в существующих условиях все это работает с большой погрешностью. То есть рынок систематически будет пробивать твой уровень поддержки и сопротивления, либо наоборот не доходить до твоего уровня поддержки и сопротивления. Какой же здесь есть выход? Во-первых, нужно с этим смириться, потому что сейчас в рынках очень много денег, и поэтому существуют большие погрешности. Во-вторых, тебе нужно использовать области поддержки и сопротивления, не ставить уровни. Для того, чтобы поставить уровень поддержки и сопротивления, тебе нужно вначале определить точку, где рынок развернулся. И эта точка, где рынок развернулся, будет середина как раз таки этой области поддержки и сопротивления. Ширина этой области равна средним свечам, умноженным на 2. Допустим, в среднем у тебя свечи 10 пунктов, умножаешь на 2, это означает, что здесь 20 пунктов. Давай покажу тебе все это немножко на графике. Вот у нас есть уровень, рынок сформировал здесь его. Теперь нам необходимо выставить определенную область. Как мы это будем делать? Обращаем внимание, что в среднем свечи у нас на глаз плюс-минус примерно такие. Умножаем все это значение на 2 и выставляем здесь область. Вот верхняя граница области, вот нижняя граница этой области. Все это нужно делать на глаз, не нужно это делать прям с рулеткой, не нужно высчитывать. Ты можешь это все сделать просто-напросто на глаз, и тогда ты не прогадаешь. Конечно, рынок будет пробивать твои области поддержки и сопротивления, про это мы поговорим чуть-чуть попозже, но все же ты можешь обратить внимание, что рынок здесь полноценно дает тебе точки входа. Здесь ты можешь сделать точно так же. Вот твоя точка, и вот ты можешь здесь выставить область поддержки и сопротивления. То есть она примерно где-то будет вот такая. Вот еще здесь есть уровень. Кстати, о том, как правильно строить уровни, у меня есть отдельный вебинар, я тебе ссылку на него оставлю. Перейдешь, ознакомишься с ними, будешь понимать, как правильно это делать. То есть сейчас уровни я выставляю не от балды, я выставляю, потому что есть определенная логика в построении уровней, и посмотрев вебинар, ты будешь понимать, как это делать. Обрати внимание, что мы здесь поставили область, и рынок четко доходит до этой области. С этой областью мы работаем точно так же, как работаем с уровнями. То есть мы ожидаем появления здесь сигнала, возможно, появление какого-то паттерна, который ты торгуешь. Возможно, здесь появление свечей, которые укажут на отвержение данных цен. Возможно, здесь будет появление подобного свечи, да, подобного момента, подобного паттерна. То есть мы с ними работаем точно так же, но всегда держим в голове, что у нас есть определенная область. Что касается трендовых линий. Во-первых, не нужно передвигать эти трендовые линии. Про это я, наверное, в отдельном видео расскажу, потому что всегда будет соблазн эту трендовую линию передвинуть.
Вот ты поставил вначале здесь трендовую линию, потом здесь, 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 и происходит вот такая вот постоянная передвижка этих трендовых линий. Про это чуть-чуть позже я расскажу. Однако, если ты определил трендовую линию, используй точно так же диапазон цен. То есть вот у тебя трендовая линия. Это означает, что здесь есть вот примерно плюс-минус такой диапазон цен. Вот это диапазон цен. И рынок может немножко не дойти до твоей трендовой линии первоначальной, может немножко перелететь ее. В общем, здесь тебе нужно искать сделку, в моем случае, для того, чтобы купить. Хорошо, первый принцип. Поддержка и сопротивление. Трендовое. Мы используем только области поддержки и сопротивления, равные по ширине 2-3 средним свечам. Второй принцип. Не смещай линию тренда. Частично мы про нее уже поговорили. Всегда есть большой соблазн сместить линию тренда. Всегда такое было, есть и мне кажется будет. Даже я в свое время, когда только начинал, я этим очень часто грешил. Если ты видишь, что рынок у тебя сформировал новый минимум, либо новый максимум, например, вначале здесь была трендовая, потом вот здесь ее уже можно поставить, работай с этим не как с недостатком, а работай с этим как с преимуществом. Я понимаю, что я сейчас сказал философски, но ты всегда можешь продлить эти трендовые линии, и при пробое одной из этой трендовой линии рынок обычно доходит до другой трендовой линии. Давай вот с тобой даже вот этот пример разберем. Давай уберем с тобой вот этот график. Обрати внимание, что здесь тоже можно поставить трендовую линию. Вот, трендовая линия. Когда рынок пробивает эту трендовую линию, он обычно движется к следующей. Используй этот принцип для того, чтобы зарабатывать. Трейдеры это используют как вилка трендовых линий, и статистически это работает. В свое время это тестировала компания Xelius Group, если знаешь, что это крутая компания в свое время была, как сейчас, не знаю. Они это тестировали, это довольно неплохо работает. Это тоже я тестировал, это тоже довольно неплохо работает. Не всегда я это использую, потому что всегда есть что поторговать без этих трендовых линий, но тем не менее это работает. Вот здесь тоже примерно похожий пример. Вот у тебя здесь трендовая линия. Так и хочется здесь ее потом как-то поменять и поставить вот сюда. Если это замечаешь, просто ставь дополнительную трендовую линию, жди ее пробоя, и тогда ты можешь смело предполагать, что рынок дойдет до основной трендовой линии. Но никогда не нужно передвигать эти трендовые линии. Например, вот здесь я поставил трендовую линию, потом я бац и хочу передвинуть ее, поставить вот сюда трендовую линию, потом, значит, ее нужно вот сюда поставить трендовую линию. Так ты денег точно не заработаешь. Используй веер, чтобы зарабатывать. Обрати внимание, рынок вначале одну пробил трендовую линию, дошел до второй, вторую пробил, дошел до третьей. Так это работает, можешь это использовать. По сути, я тебе даже дал готовую торговую стратегию. Прикрути сюда риск менеджмент, прикрути сюда take profit и stop loss, и будешь на этом заработать. Используй смещение трендовых линий как преимущество, а не как недостаток. Это твое преимущество. Я очень много трачу сил для того, чтобы тебе рассказать определенные знания и передать свой навык. И ты знаешь, мне пишут много людей благодарственные отзывы за ту публичную деятельность, что я веду. Так не далее, как чем вчера мне написал человек, который закрыл ипотеку по тем знаниям, которые я рассказываю в публичном видеоблоге. И это действительно, черт возьми, работает, и я тому живое подтверждение, как и мои студенты. Я бы был тебе благодарен, если бы ты подписался на этот канал и поставил лайк моему видео. Подпишись на канал и самое главное, зайди внутрь канала, посмотри другие видео. Уверен, ты найдешь много полезной информации для себя и составишь свою торговую систему и научишься торговать. Третий, самый главный принцип. Если ты понял, что происходит на рынке, это очень плохо. Как бы странно для тебя это ни звучало. Помни, что рынок во многом движется против ожиданий участников рынка. Если ты понял, что на рынке тренд или флэт, в самое ближайшее время ситуация поменяется. Давай с тобой разберем этот пример. Вот у нас есть минимум, вот у нас есть максимум, вот у нас еще есть минимум. А рынок формирует своего рода некий боковик. Здесь ты думаешь, что ты будешь покупать от низа, а продавать от верху. Ну как бы логично, мы все в боковике так и делаем. Рынок доходит до нижней границы, где-то здесь ты находишь точку входа для покупки, она довольно неплохо отрабатывает. Здесь ты уже 100% понимаешь, что мы находимся в боковике, и ты ищешь сделку уже здесь на продажу. Но рынок меняет структуру и выходит с этого боковика, после этого начинается движение наверх. Находясь вот в этой точке, ты по инерции еще ждешь движения вниз, потому что у тебя же здесь еще есть определенный боковик. Когда ты понимаешь, что у тебя боковик Когда же ты понял, что у тебя уже на рынке нет боковика? Только вот в этой ситуации.
Примерно где-то вот здесь ты понимаешь, что елки-палки, у меня же здесь тренд, вот у тебя минимум, вот у тебя минимум, вот у тебя максимум, вот у тебя максимум. Здесь у тебя уже трендовое движение. Ты пытаешься зайти в покупку по тренду, но сразу после этого рынок разворачивается, выбивает тебя по стоп-приказу. Я думаю, это знакомая для тебя вещь, и я думаю, что все с этим сталкиваются. Когда ты понимаешь, что на рынке флэт обычно меняется. Когда ты понимаешь, что на рынке тренд обычно меняется. Это основная причина, почему новички, несмотря на то, что они вроде бы все знают, они терпят фиаско. Потому что рынок идет во многом против тех ожиданий, которые есть у нас. Я собрал определенную статистику и могу с тобой ей поделиться. Вот если ты понял, что на рынке у тебя флэт, примерно где-то 1,5-2 взмаха ты можешь иметь. Грубо говоря, о том, что мы находимся в тренде, мы понимаем по 3 точкам. Вот у нас есть такая ситуация. Минимум, максимум, минимум. У тебя есть еще примерно 1,5-2 взмаха для того, чтобы заработать. Вот 1 взмах, вот 2 взмаха. После этого обычно флэт меняется. Но обычно даже 1,5 взмаха. Это тот пример, который мы смотрели буквально секунду назад. То есть вот у нас 1 взмах, потом где-то здесь рынок находит опорную точку и разворачивается. 1,5-2 взмаха у тебя есть для того, чтобы заработать в боковике. В случае, если ты находишься в тренде, то ты можешь зарабатывать до момента ускорения. То есть, когда рынок начинает ускоряться, тебе нужно валить как можно быстрее из рынка. Давай еще раз с тобой откроем график. Обрати внимание, вот у тебя здесь был флэт, здесь было 1,5 взмаха, на котором ты мог заработать. Вот нижняя граница, верхняя граница. Мы дошли до нижней границы, вот у нас 1,5 взмаха. А теперь обрати внимание, где заканчивается тренд. Тренд заканчивается тогда, когда он делает резкое ускорение наверх, когда он просто взлетает. После этого он резко падает вниз. Смотри чуть дальше. Здесь у нас тоже вроде бы какой-то боковик. Вот у нас нижняя граница, да, вот нижняя граница, верхняя граница, минимум, максимум, минимум. Вот у нас есть 1,5 взмаха, вот 1 взмах, пол взмаха, 1,5 взмаха. После этого рынок уходит из флета. Мы оказываемся уже в трендовом движении, и вот у нас есть резкое ускорение, после которого рынок разворачивается. Безусловно, это не железобетонное правило, бывают исключения, но зачастую вот именно так и происходит. Поэтому не думай, что что-то продлится очень долго. Следующее. Каждый уровень будет пробит. Это очень важное правило. Сейчас рынки торгуются именно так. Обычно уровень пробивается перед разворотом. Давай с тобой опять-таки откроем ту же самую. Это может быть монета, это может быть фьючерс, да что угодно. Давай с тобой разберем вот эту область. Обрати внимание, поставили мы с тобой область. Перед тем, как начать движение, рынок вначале пробивает эту область. И после этого начинается полноценное движение. Вот еще пример. Вот у нас здесь есть область. Обрати внимание, рынок перед тем, как развернуться, делает хотя бы небольшой пробой, и после этого начинается разворот. Вот еще пример. Вот у нас здесь есть область. Здесь довольно неплохо отработали. Но потом последующие разы, обрати внимание, рынок перед тем, как сделать разворот, несколько раз пробивает эту область и начинается полноценное движение. Я не буду сейчас тебе объяснять рыночную механику. Я не буду сейчас тебе объяснять, почему подобное происходит, объяснять рыночную механику. Тогда получится целый вебинар. Просто запомни и прими этот факт. Обычно перед разворотом рынок пробивает уровень. Как ты можешь использовать это в своих интересах? Во-первых, если ты торгуешь и видишь, что рынок подходит к этому уровню, не стоит здесь выставлять отложки, ну конечно, если у тебя нет времени торговать. А лучше подожди полноценного пробоя этого уровня, и где-то вот здесь ты можешь довольно неплохо заходить в продажу. По идее, здесь ты можешь даже выставлять сетку ордеров, то есть выставлять здесь сеточку на продажу. Со стопом, понятное дело, с выставлением своего стоп-приказа, с пониманием, где ты будешь выходить в случае, если рынок все-таки пробьет эту область. Но пока подобное не произошло, просто выставляй сетку ордеров на продажу в моем случае, и можешь на этом довольно неплохо зарабатывать. Это первый способ, как ты можешь это использовать. Следующий способ, ты можешь дождаться движения вниз, после этого дождаться колена, то есть что у тебя появится новый максимум ниже предыдущего, и где-то здесь заходить в продажу. Признаться честно, вот я в основном использую вот этот принцип. У меня на канале есть отдельный плейлист с моими сделками, где я рассматриваю свои сделки. Я тебе ссылку в подсказках оставлю, перейди и ознакомься с ним. Ты можешь использовать это. Ты увидишь, что у меня большинство сделок вот именно подобного сценария. Дошли до уровня, сформировали новый максимум ниже предыдущего, где-то здесь на колени я захожу. Здесь у тебя очень короткий стоп-приказ получается, и потенциал сделки очень огромный.
Как ты можешь понять о том, что у тебя рынок все-таки пробил этот уровень? На самом деле есть единственный способ, как ты можешь это понять. Когда рынок сделал откат, протестировал его, и после этого началось полноценное движение наверх. Вот только тогда ты можешь понять, что этот уровень был принят и что ты можешь здесь заходить в покупку. Но по правде сказать, вот последние полгода я все меньше и меньше вижу подобных сценариев. Возможно, в будущем что-то поменяется, я не знаю в этом плане. И пятый, самый главный принцип. Никто не знает, что будет на рынке даже через час. Тупо прими этот факт. Очень часто в комментариях я встречаю комментарии таких, видимо, начинающих трейдеров, которые не понимают. Ну, пишут из области: если ты знаешь, куда пойдет рынок, почему бы тебе там, грубо говоря, дом свой не продать и не поставить на одну ставку? Ты бы мог там заработать там, миллионы, там, миллиарды и так далее. Вам нужно признать, никто никогда не знает, что будет на рынке. Все, что мы делаем на рынке, это просто вероятность. Рынок может пойти в нашу область с большой вероятностью, а может не пойти. Поэтому всегда выставляйте стоп-приказы. Никогда не усредняйте до посинения убыточную позицию, за исключением, если это изначально не входило в ваши планы. Ну и в-третьих, не ставьте весь свой депозит на одну, на две сделки. Это означает, что у вас должны быть правила риск-менеджмента, мани-менеджмента, только так это сможет работать. Это наша плата за то, что мы банально не знаем будущего. Ни один метод ни технического анализа, ни фундаментального анализа, никакой метод не позволит вам 100% предугадать рынок. Более того, если вам кажется, что вы поняли, что сейчас происходит на рынке, вспоминайте третий принцип. Если вы что-то поняли, у вас очень мало времени для того, чтобы этим насладиться. Сегодня я тебе рассказал всего лишь одну торговую стратегию, которую сейчас я очень часто использую. Однако ее будет недостаточно для того, чтобы зарабатывать на рынке. Если ты хочешь зарабатывать так же, как зарабатываю я, так же, как зарабатывают мои действующие студенты, тебе необходимо пройти наше обучение. Ссылка на него находится в описании. Перейдешь, ознакомишься с ним. Сразу после обучения, во-первых, ты составишь свою собственную торговую стратегию, заточенную под твой рынок. Во-вторых, ты сможешь читать графики на основе спроса и предложения, и ты будешь умело понимать, как заниматься трейдингом на бирже. Ну и в-третьих, самое главное, ты научишься зарабатывать деньги. Причем будешь зарабатывать деньги с гарантией. У нас есть юридическая гарантия, и мы подтверждаем каждое слово, которое я здесь говорю. Ссылка на наши курсы находится в описании. Перейди, ознакомься и втягивайся в этот процесс. Впереди сложные времена, ты это все прекрасно понимаешь. Наверное, что ты уже, по себе как-то это чувствуешь, что уже приходится урезать бюджеты, что-то на чем-то там экономить и так далее. Впереди еще будет веселуха, это только начало. И ты можешь послушать любого экономиста, даже прям патриотичного экономиста. Нет, не будет ни одного экономиста, который скажет, что впереди будет тишь гладь, Божья благодать, так сказать. Впереди сложные времена. Если не трейдинг, я не знаю, чем вы будете заниматься. Бизнес сейчас, сами понимаете, очень рисковая штука. У вас остается только один путь – это трейдинг. Других путей у вас нет. Пока одни разоряются, кричат, что все пропало, все плохо, вы будете делать деньги на рынке. Так же, как делаю я, и так же, как делают мои действующие студенты прямо сейчас. Присоединяйтесь к нашему сообществу зарабатывающих людей. Ссылка в описании, перейдите, ознакомьтесь. Счастливо, зарабатывайте.